Иногда даже самые сильные ломаются. Иногда даже те, кто всегда улыбается, скрывают боль, о которой никто не знает. И именно в такие моменты судьба посылает нам того единственного человека, который способен напомнить: мы не одни. Сегодня вы услышите историю, которая затронула сердца миллионов. Историю о поддержке, братстве и силе, которая рождается там, где встречаются искренность и человечность. Это момент, когда тишина военного лагеря была нарушена не приказом, а теплом человеческой души. Атмосфера внутри военного лагеря была тяжелой, пропитанной тишиной, дисциплиной и грузом ответственности. Чон У, известный своим спокойным и сдержанным характером, последнее время все сильнее испытывал давление службы. Слухи среди фанатов и близких знакомых говорили, что он чувствует себя подавленным. Его светлая улыбка померкла под тяжестью тренировок и изоляции от привычного мира. Именно в этот момент уязвимости произошел визит человека, который перевернул всю ситуацию. Джин, старший участник BTS, уже прошедший военную службу, решил поддержать младшего, потому что как никто другой понимал, какой эмоциональный отпечаток оставляет армия. Его приезд был не просто жестом, это был мощный символ поддержки, братства и силы. Как только Джин переступил порог лагеря, солдаты узнали его не только как мировую звезду, но как человека, который прошел тем же путем, по которому идут они. Его присутствие смягчило тяжелую атмосферу, наполнив пространство теплом и ощущением дома, именно тем, чего так отчаянно не хватало Чон У. Когда Джин подошел к нему, Чон У попытался сдержать эмоции, но стоило Джину заговорить, все изменилось. Его слова были не напыщенными речами, а искренними, простыми и глубоко человечными. Он рассказал о своих собственных страхах, о ночах, когда чувствовал себя одиноким, и утратах уверенности, но также о том, как эти испытания закалили его и помогли лучше понять связь между участниками BTS. Искренность Джина была настолько сильной, что Чон У больше не мог держать все в себе. Слезы потекли сами, настоящие, неконтролируемые, очищающие. Он не плакал от слабости. Он, наконец, позволил себе быть понятым. Тишина лагеря, обычно строгая и жесткая, превратилась в место исцеления. Солдаты молча наблюдали за редким моментом человеческой близости и братства. Джин говорил не только о себе. Он перенес в этот лагерь дух всей группы BTS. Он вспомнил RM, лидера, который всегда указывал путь в самые трудные времена, Джей Хоупа, чья энергия освещала их даже в самые темные дни, Шугу, который научил их превращать боль в искусство, Джимина, чья доброта и забота всегда поддерживали членов группы, Джангкука, символа роста и упорства, Ви, который умел дарить улыбку даже тогда, когда мир казался мрачным. Связывая боль Чон У с историей стойкости BTS, Джин напомнил ему, что он часть большой семьи. Он не одинок. Слезы Чон У были не только о его собственных страхах, но и осознании того, что он принадлежит к чему-то большему, к единству, силе и исцелению. После долгого разговора Джин не спешил уходить. Он остался рядом, говорил тихо, делился историями, дарил уверенность, напоминал о любви миллионов людей, которые ждут Чон У за пределами лагеря. Он объяснил, что армия – это не только испытание, но и место, где формируется характер и внутренняя сила. Солдаты, наблюдавшие за этой сценой, увидели в Джине не кумира, а брата. В Чон У они увидели не идеального айдола, а смелого человека, который не боится показать свои чувства. К вечеру лагерь превратился в пространство единства. Джин напомнил Чон У, что трудности временны, и за стенами лагеря его ждет светлое будущее.
Эта встреча стала историей, которую фанаты будут помнить годами. История о дружбе, братстве и силе человеческих эмоций. То, что произошло в тот день, стало больше, чем просто визитом. Это было напоминание каждому из нас. Даже в самые темные времена всегда найдется свет, если рядом есть тот, кто верит в нас. Слезы Чон-У, слова Джина и молчаливое уважение солдат создали момент, который невозможно забыть. Момент, в котором хрупкость стала силой, а уязвимость – дорогой к исцелению. И когда их встреча подошла к концу, в лагере осталась теплая тишина. Тишина надежды, братства и новой силы. Пусть эта история напомнит каждому: никто не проходит через трудности в одиночку. Там, где есть поддержка, всегда есть путь вперед.